Часто фильмы являются одновременно и произведениями искусства, и товаром. Студии, для того чтобы привлекать максимально широкую аудиторию, для новых релизов не только создают трейлеры, но и часто специально искажают всю суть фильма в них, вводя зрителей в заблуждение. Нас опять обманули. Каждый из нас наверняка оказывался в такой ловушке. Посмотрев захватывающий трейлер, мы шли в кино с одними ожиданиями, но получали совершенно другое. В каждой игре всегда есть тот, кто ведет партию, и тот, кого разводят. Сегодня мы рассмотрим фильмы, которые едва не провалились из-за неудачных трейлеров, но по итогу оказались куда глубже и значительнее, чем обещали их рекламные ролики. Чем внимательнее смотришь, тем меньше видишь. Трейлер к фильму «Бесславные ублюдки» акцентирует внимание на одной сцене – пламенной речи лейтенанта Альда Рейна, которого сыграл Брэд Питт. Так сказать, рад встрече. Его вдохновляющий монолог для американских солдат перебивается динамичными кадрами ожесточенных перестрелок. Все это создает яркий образ фильма, где есть взрывная смесь остроумных диалогов и сцен шокирующего насилия. Однако такой подход к продвижению картины обманывает зрителя, скрывая ее настоящую глубину. Buongiorno. Основное внимание в фильме уделено совсем другим героям. На экране разворачивается сложная история еврейской девушки Шошанны, Мелани Лоран, движимая жаждой возмездия, и хладнокровного, хитроумного нацистского офицера Ганса Ланды, Кристоф Вальц. Прямо бинго! Их сложные образы, тонкие эмоциональные переплетения и внутренние конфликты почти полностью игнорируются в рекламном ролике. Вместо демонстрации тех качеств, которые поднимают этот фильм над типичным жанровым кино, эмоциональной глубины, невероятных актерских работ и метафорического подтекста, трейлер делает акцент на привычной внешней атрибутике. В итоге он представляет картину как нечто среднее между очередным кровавым боевиком и вторичным подражанием мастерству режиссера, но не как произведение самого Тарантино. Действие происходит во время Второй мировой, но не уверен, о войне ли этот фильм. Сам Тарантино говорил в интервью, что трейлер для «Бесславных ублюдков» он считает самым худшим. Действие развивается, персонажи пересекаются, происходят разные вещи. Но по сути, первую половину фильма я посвящаю главным персонажам. Некоторые вещи не важны для повествования, когда оперируешь образами, а не словами. Я ведь не солдат, правда? Произносит Уильям Кейдж, герой Тома Круза в финале трейлера фильма «Грань будущего». Эта фраза, пожалуй, единственный намек на то, что картина представляет собой нечто большее, чем просто вдохновляющую научно-фантастическую историю с романтической линией, на которой делают акцент трейлер и маркетинговая кампания. Фильм основан на японском романе «Все, что тебе нужно, это убивать» Хироши Сакурадзаки с иллюстрациями Йошитоши Абе. События разворачиваются в будущем, где человечество ведет ожесточенную войну с инопланетными захватчиками. Главный герой, трусливый рекламщик Кейдж, по стечению обстоятельств оказывается на передовой и попадает в загадочную временную петлю. Я так обращаюсь к сраному рекруту перед тем, как засадить ему пинка под зад, тормоз! Вы все говно! Тебе смешно? По-твоему, я шут гороховый или кто? Извините. Убери эту отвратительную ухмылку с лица. Сэр, так точно, сэр. Хорошо играешь? Нет. Подавать умеешь? Нет. Быстро ездишь? Медленно. А в защите играл? Я вообще-то начинающий. Так. Ты мне нравишься. Однако трейлер создает впечатление, будто в центре сюжета находятся романтические отношения между Кейджем и Вратаски. Как будто они потерянные возлюбленные, которые находят друг друга, преодолевая временные и пространственные преграды. На самом деле это лишь небольшая часть сценария, написанного Кристофером МакКуори совместно с братьями Джезом и Джоном Генри Баттервортами. Режиссер Даг Лайман акцентирует внимание на другом аспекте – на личной трансформации Кейджа. От слабого и напуганного человека он через боль и бесконечные повторения становится настоящим героем войны. Этот фильм о мужестве, которое приходит со временем, и о том, как испытания могут полностью преобразить нас. Хотя картина показала хорошие результаты в прокате, продюсеры остались недовольны финансовыми итогами. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Вторая часть, находившаяся под большим вопросом, получила зеленый свет только благодаря положительным отзывам зрителей и успеху фильма на стриминговых платформах. По слухам, премьера сиквела запланирована на 2026 год. Вау.
К 2006 году имя Гильермо Дель Торо уже ассоциировалось у зрителей с мрачными жанрами, но по большей части его знали за хоррор-мутанты и яркие экранизации вроде Blade 2 и Hellboy. Кажется, спалились. Лишь немногие зрители были знакомы с его более глубокими работами, такими как драма «Хребет дьявола», поэтому появление «Лабиринта Фавна» стало для многих неожиданностью. Фильм, сочетающий эмоциональную историю и захватывающее фэнтези с уникальной визуальной эстетикой, оказался для Warner Bros. Сложным материалом для продвижения. Вместо того, чтобы подчеркнуть магический мир и тонкий символизм, трейлер сделал акцент на военных действиях, мраке и безнадежности. Темные времена, когда надежды почти не осталось. Звучит закадровый голос под меланхоличную музыку, сопровождаемый кадрами сражений и солдат. Лишь эпизодически мелькают сцены с главной героиней Офелией или мистическим фавном. Основное внимание уделено капитану Видалю, из-за чего у зрителей создавалось впечатление, что их ждет суровая военная драма с редкими фантастическими элементами. Однако на самом деле «Лабиринт Фавна» был куда более многогранным и волшебным, чем могло показаться из рекламных материалов. I'm not a guy that really likes fantasy movies as much. For example, I hate heroic fantasy. В результате многие зрители, пришедшие на первые показы, были разочарованы. Они ожидали увидеть зрелищный боевик в духе Блейда 2, а вместо этого столкнулись с мрачной психологической драмой. Первая волна отзывов оказалась крайне негативной, что могло погубить фильм еще на старте. Но надо смотреть внимательнее. Тем не менее, «Лабиринт Фавна» спасли критики и журналисты. Потрясающе положительные рецензии и восторженные обзоры вновь привлекли внимание зрителей к этой удивительной картине. Однако, как мы понимаем, время было уже упущено, и фильм не смог в полной мере реализовать свой потенциал в прокате. Что же должно произойти в жизни человека, чтобы он стал критиком? Благо, фильм был отмечен 3 Оскарами. Огромная работа была проделана не зря. I believe that the way we see the world, we transform from the inside out. Судя по трейлеру, фильм «Драйв» с Райаном Гослингом обещает быть стремительным боевиком, где главный герой, разговорчивый водитель, противостоит гангстерам в череде зрелищных экшн-сцен. В рекламном ролике собраны практически все ключевые действия и реплики персонажа Гослинга. Верно? А также большинство динамичных моментов картины. Однако трейлер оставляет за кадром самую важную составляющую фильма – его уникальную атмосферу. Режиссер Николас Виндинг Рефн, используя сценарий Хосейна Амини, создает медленное, погруженное в настроение повествование, где между яркими моментами и репликами героев часто остаются продолжительные паузы. Этот ритм превращает «Драйв» в нечто большее, чем стандартный жанровый фильм, добавляя в него романтическую глубину и, конечно же, философскую подоплеку, которую так любит Рефн. Блестящая идея, замечательная инициатива, но... Трейлер «Драйва» стал одной из главных причин того, что многие зрители изначально восприняли фильм неправильно. Маркетинговая кампания была выстроена так, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию, особенно поклонников динамичных боевиков. Однако сам фильм оказался совершенно другим по сути. Закон это запрещает? Благо фильм, несмотря на нестандартный подход, нашел своего зрителя и получил признание критиков. Уникальный визуальный стиль, напряженный саундтрек и сдержанная, но выразительная игра Гослинга сделали «Драйв» культовым. Картина не только стала коммерческим успехом, но и утвердила Николаса Виндинга Рефна как одного из самых выдающихся режиссеров своего времени. Сравнивать старые трейлеры с современными сложно из-за радикальных изменений в их подаче. Ранние примеры киноиндустрии часто кажутся сегодня устаревшими и наивными, но в свое время именно такие форматы считались вершиной мастерства. Один из ярких примеров – трейлер к легендарному «Психо» Альфреда Хичкока. Вместо привычного набора динамичных сцен он превращает ролик в экскурсию по месту действия. Хичкок с присущей ему элегантной иронией проводит зрителей через дом,
дом и ванную комнату, где происходит одна из самых шокирующих сцен в истории кино. Тем не менее, не все старые трейлеры выдерживают испытания временем даже по стандартам своего периода. Например, рекламный ролик к фильму «Окно во двор» вызывает недоумение. Длительность ролика целых 5 минут. Но вместо того, чтобы погрузить зрителя в атмосферу напряженного триллера, он посвящен второстепенным деталям. Вместо захватывающего накала событий зрители видят, как Альфред Хичкок и Джеймс Стюарт буквально разжевывают сюжет. Ну, спасибо тебе, старичок. Фокус сделан не на тайне или тревожной атмосфере, а на соседях, за которыми наблюдает герой Стюарта, и его отношениях с героиней Грейс Келли. Такая подача абсолютно не передает сути «Окна во двор». Вместо напряженной истории о скрытых тайнах, человеческих слабостях и опасности вмешательства в чужую жизнь, трейлер представляется как легкая мелодрама с оттенком повседневного любопытства. Лишенный динамики и интриги, он упускает шанс заинтриговать зрителя и пригласить его в атмосферу паранойи, которую с таким мастерством создал Хичкок. Расскажи мне, что ты видел и что ты об этом думаешь. Трейлер словно игнорирует главное. Фильм — это не просто набор любопытных сцен, а продуманный триллер, который держит в напряжении до самого финала. Если бы трейлер сосредоточился на главных элементах фильма — тревожном ожидании, загадочности соседей и моральных дилеммах, он мог бы стать настоящим шедевром своего времени. Но вместо этого зрителям преподносят искаженную картину, которая совершенно не отражает уникальности и глубины «Окна во двор». Мы испытываем различные эмоции, называя их негативными. Но когда они все улетучиваются, и мы можем посмотреть вперед, дорога перед нами свободна. Когда в 1980 году на экраны вышел фильм «Сияние» Стэнли Кубрика, его рекламная кампания была построена так, чтобы подчеркнуть элементы хоррора. Трейлеры и постеры фокусировались на пугающих сценах, как, например, поток крови, вырывающийся из лифта, или фраза «Джонни!» с ужасающим выражением лица Джека Николсона. На первый взгляд, все это говорило зрителям: это классический фильм ужасов, который заставит вас прыгать от страха. Однако реальность оказалась совсем иной. «Сияние» — это не просто хоррор, а глубокая и многослойная картина, исследующая темы безумия, изоляции, травмы и мистицизма. Кубрик создал нечто гораздо более сложное, чем типичный жанровый фильм. Stanley Kubrick saw The Haunting as coming from Jack Torrance, from the Jack Nicholson character, whereas I always saw it from outside. So we had a fundamental difference of opinion. Естественно, первоначально фильм вызвал неоднозначные отзывы. Многие зрители, ожидавшие классического ужастика, были разочарованы. Ну, это нормально. Картина показалась им слишком медленной, непонятной, не такой страшной, как они ожидали. Даже критики первых лет часто указывали на странности повествования и неоднозначность концовки. In my novel, the hotel burns. In Kubrick's movie, the hotel freezes. Однако со временем «Сияние» приобрело культовый статус. Именно благодаря своей многослойности и загадочности фильм стал объектом бесконечных исследований, теорий и переосмыслений. Сегодня «Сияние» воспринимается как нечто большее, чем ужастик. Это одна из самых уникальных и влиятельных психологических драм в истории кинематографа. «Звездные войны» стали настоящим поворотным моментом в истории научной фантастики, изменив восприятие жанра в 1970-х годах. До их появления зрители привыкли к медленным философским картинам, таким как 2001 год «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика, которые задавались вопросами человеческой эволюции и места человечества во Вселенной. Джордж Лукас же предложил нечто совершенно иное — стремительный темп, захватывающие действия, харизматичных героев и атмосферу приключений, выходящую за рамки привычной фантастики. Однако создание первого трейлера для «Звездных войн» оказалось настоящим вызовом. На тот момент фильм был просто Star Wars, без эпизодного номера и подзаголовка.
и никто, даже маркетологи студии «20 век Fox», не знали, как правильно подать столь необычный проект. В студии сомневались в успехе фильма, а сам Лукас, занятый завершением работы, практически не занимался рекламной кампанией. В результате первый трейлер совершенно не отражал масштаб и уникальность «Звездных войн». Он начинался с того, как логотип Star Wars медленно приближается к камере, что создавало ощущение затянутости и статичности, никак не соответствующих динамике фильма. Голос за кадром обещал: приключение, не похоже ни на одно другое, но звучал настолько монотонно и безжизненно, что это утверждение казалось неубедительным. Кадры, показанные в трейлере, представляли собой хаотичную подборку сцен. Космические сражения с TIE-истребителями, дроиды, пустынные пейзажи и герои, представленные бессвязно. Зрителям не давали ни понимания сюжета, ни представления о фантастическом мире. Более того, в трейлере полностью отсутствовала музыка Джона Уильямса, которая впоследствии стала визитной карточкой фильма, подчеркивая его драматизм и эпичность. Эти ошибки объяснялись не только недооценкой проекта, но и ограничениями. Трейлер создавался на ранней стадии постпродакшена, и некоторые сцены даже не вошли в итоговую версию фильма. Вдобавок, скромный рекламный бюджет оставил трейлер без должного блеска. Но несмотря на все эти промахи, «Звездные войны» быстро нашли свою аудиторию. Сарафанное радио сделало свое дело. Зрители, впечатленные увиденным, начали рекомендовать фильм своим друзьям и знакомым, превращая его в сенсацию. Музыка Джона Уильямса, революционные спецэффекты и увлекательная история превратили «Звездные войны» в глобальный феномен. Это просто фильм. Спустя 121 восхитительную минуту. Сегодня первый трейлер «Звездных войн» воспринимается скорее как курьез, напоминая о том, что даже слабая рекламная кампания не способна затмить действительно выдающийся материал. Это пример того, как сильный фильм может преодолеть любые преграды и стать легендой. Так почему же это происходит? Объясните нахрен, в чем дело! Создание трейлеров — это отдельное искусство, и его цель часто не в том, чтобы точно передать дух фильма, а в том, чтобы заинтересовать максимальное количество людей. Поэтому маркетологи иногда акцентируют внимание на более продаваемых аспектах, даже если они не отражают основную суть фильма. Думайте своей головой. Удачи! Кто пойдет на эту срань?